Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! С вами я, Тамара, а вы на канале Тамара Савицкая Вязание. Хочу сегодня вам предложить связать вместе со мной интересный, красивый ажурный узор. Узор японский, номер 142 из книги Хитоми Шида. 250 японских узоров для вязания на спицах. Вы видите у меня на рабочем столе вот образец. Вот такой вот образец интересный. Он состоит как бы из двух частей. Вот этот вариант и вот еще один как бы элемент узора. И дальше вот эта часть узора повторяется, но у нас раппорт представляет собой 29 петель, то есть без повторения вот этой части, поэтому мы так и с вами набираем 29 плюс 2 кромочные, 31, и начинаем вязать такой узор. Вот такой интересный узор. В книге вот этот узор представлен вот так. Он представлен собой вот этот вариант, вот такой вот этот элемент и вот этот. Раппорт представляет собой вот 29 петель, вот, то есть вот эту часть и вот эту, ну как бы вот до сих пор. А потом далее вот повторяется. То есть очень интересный, красивый ажурный узор. И сейчас мы его с вами свяжем. Как вы видите, на образце у меня связана часть узора согласно раппорту, то есть вот эта часть, повторяю еще раз, и вот эта часть. Итак, набираем 31 петлю и начинаем вязать. Первый ряд. Кромочная. Переместить 3 петли с наклоном вправо. Для этого 2 петли на правую спицу нить перед работой, лицевая. Далее провязываем сзади, подхватываем 2 петли и меняем их местами. Провязываем 2 лицевых. Далее 2 изнаночных. 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 петли с наклоном влево, переместить, поменять местами. 1 петлю не провязывая снимаем на правую спицу, 2 лицевых, подхватываем непровязанную петлю, меняем их местами, 2 лицевых. Далее 3 изнаночных, 2 лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, накид, лицевая, 3 изнаночных, 1 кромочная. Второй четный ряд и все последующие провязываем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными. Встретимся в 3-м ряду. Третий ряд. 3 лицевых, 2
2 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, накид, лицевая, 3 изнаночных, кромочная. 4-й четный ряд провязываем по рисунку самостоятельно. Встретимся в 5-м ряду. 5-й ряд. Переместить петли с наклоном вправо. Оставим 2 петли за работой, низ перед работой. Лицевая. Подхватываем сзади не провязанные петли. Меняем их местами. 2 лицевых. 2 изнаночных, 1 жгут с наклоном влево из 7 петель. Для этого покажу 2 варианта. Первый вариант: 3 петли снять на правую спицу, изнаночную оставить за работой, провязать 3 лицевых петли. Затем с изнаночной стороны подхватываем изнаночную петлю, меняем местами с 3 лицевыми. Провязываем изнаночный. Далее подхватываем 3 петли, которые у нас были сняты не провязанными, на правую спицу. Снимаем вот эти провязанные петли и меняем аккуратно их местами. И, соответственно, провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. Вот у нас получился жгут с наклоном влево. Этот же жгут можно сделать при помощи дополнительные спицы, либо такой, либо вот обычной вот чулочную спицу еще одну взять. Итак, эти петли я распускаю и покажу вам вариант с дополнительной спицей. Итак, 3 петли мы снимаем на правую спицу не провязанными. Вот эту изнаночную петлю оставляем за работой, нить перед работой. Вот так. Провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. Далее провязываем изнаночную петлю, и теперь нужно поменять местами вот эти петли. Для этого снимаем, подхватываем
вот эти 3 не провязанных петли и меняем их местами. И провязываем 3 лицевых. Далее у нас 2 изнаночных. Три петли с наклоном влево, поменять местами. 1 лицевая, снимаем на правую спицу, 2 лицевых провязать и меняем местами, подхватываем, провязываем 2 лицевых, 3 изнаночных, так, вот на этих 3 петлях 3 петли с наклоном влево. 1 петлю снимаем на правую спицу не провязанной, 2 провязываем, подхватываем непровязанную петлю и меняем их местами с наклоном влево. 3 петли поменять местами с наклоном вправо. 2 петли оставляем за работой, лицевая. Сзади подхватываем непровязанные 2 петли, меняем их местами, провязываем 2 лицевых, 3 изнаночных, кромочная, 6-й четный ряд провязываем по рисунку самостоятельно. 7-й ряд, 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе вправо, развернем петли, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, 1 изнаночная, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 петли с наклоном вправо, развернуть и поменять местами. Значит, 2 петли снимаем на правую спицу за работой, нить перед работой, лицевая. Дальше подхватываем непровязанные и меняем их местами, 2 лицевых. Три петли поменять местами с наклоном влево, лицевая, снимаем на правую спицу, 2 провязываем и меняем местами. Провязываем лицевой, 3 изнаночных, кромочная, 9-й ряд,
Переместить 3 петли с наклоном вправо. 2 петли за работой снимаем на правую спицу не провязанными. Лицевая. Подхватываем сзади не провязанные петли, меняем местами. Провязываем. 2 вместе вправо, разворачиваем петли. Две лицевых, накид, 2 вместе вправо, развернем петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, 3 петли поменять местами с наклоном влево. 1 лицевая на правую спицу, не провязанная, 2 лицевых, подхватываем не провязанную, меняем местами. Провязываем лицевую. 3 изнаночных. Три петли с наклоном влево, 1 петлю на правую спицу, 2 лицевых, подхватываем не провязанную, меняем местами. Лицевая, 3 петли поменять местами с наклоном вправо, 2 петли за работой, лицевая, и подхватываем сзади петли, меняем местами, 2 лицевых, 3 изнаночных, кромочная, 10-й четный ряд по рисунку, 11-й ряд, 2 лицевых, 2 вместе вправо, развернем петли, 2 лицевых, накид, 2 вместе вправо, разворачиваем, провязываем, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, 2 лицевых, 3 изнаночных, поменять 3 петли с наклоном вправо, 2 петли за работой, лицевая, сзади подхватываем 2 петли, меняем местами, провязываем, 3 петли поменять местами с наклоном влево, 1 петлю я сняла на дополнительную спицу, 2 лицевых, подхватываем не провязанную, меняем местами. И 3 изнаночных. Тринадцатый ряд.
1 лицевая, 2 вместе вправо, развернем и провяжем, 2 лицевых, накид, 2 вместе вправо, развернем, провяжем, накид, 2 вместе вправо, развернем, петли, провяжем, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, одна лицевая, 3 изнаночных, лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, развернем, провяжем, накид, лицевая, 3 изнаночных, пятнадцатый ряд. Две вместе вправо, две лицевых, накид, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, накид, 2 вместе вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, 2 вместе влево, накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, 3 изнаночных, лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, накид, лицевая, 3 изнаночных, шестнадцатый заключительный четный ряд провяжем вместе. 16 ряд, 16 заключительный четный ряд провяжем вместе, и в нем будут некоторые изменения. Итак, 3 лицевых, 6 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 1
1 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 1 кромочная, Итак, раппорт узора провязан, он включает в себя 16 рядов, и уже начиная с 17 ряда идет повторение узора. Вот что у нас получилось. Давайте вот так положим вместе, и это будет как своеобразное продолжение. И вот сейчас мы посмотрим. Вот. Не знаю, насколько видно. Сейчас я попробую приблизить. Ну, темный недостаточно хорошо. В общем, вот здесь провязано, как вы видите, 2 раппорта. Вот 1 раппорт, и вот здесь вот этот элемент. Вот 2 раппорт, и вот повторяются вот эти элементы интересные. То есть здесь 2 раппорта, здесь провязан 1 раппорт, 1. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, вот такой вот вариант. На мой взгляд, узор очень интересный, очень оригинальный. И его оригинальность заключается в том, что вот этот элемент, потом вот этот, а этот потом опять повторяется. То есть он состоит из 2 интересных элементов. Вот этого и вот этого. Вот такой интересный узор. Или же можно вот так рядом положить эти 2 узора. Вот так. И посмотреть, что у нас получилось. Какой интересный вариант. Давайте вот так посмотрим. Вот у нас вот такое чередование. Но опять же, на темном может быть нехорошо видно, на темном фоне. Вот такой интересный узор. Итак, друзья, если вам этот мастер-класс был понятен, полезен и интересен, пишите свои комментарии, поставьте, пожалуйста, лайки, чему я буду очень рада. И большое спасибо за внимание. Всего доброго. Вяжите с удовольствием японские ажурные узоры. Применяйте их в своих летних изделиях, в топах, кардиганах, джемперах и так далее. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.